Теперь займемся немножечко подстрижкой морды. Нам нужно выстричь вот такие вот бороздочки от носика к уголкам глаз. Вот что мы сейчас и делаем. Убираем немножко вот под глазиком, чтобы подчеркнуть худобу и выделить такие вот скулы лошадки. И убираем вот эту вот пушистость, укорачиваем ворс. Вот, работаем теперь над правой частью. Вот, а потом сделаем ноздри. Давайте теперь уберем немножко вот с профиля лишний ворс. Вот теперь нужно равнять левую с правой частью. Видите, вот здесь щечки, здесь меньше. Плюс еще здесь нужно равнять вот эти вот куски, которые неровно выстрижены. Поэтому равняем и сравниваем обе половинки, чтобы все было симметрично. Также немножко уберу вот отсюда ворс лишний с нижней челюсти. Так, сейчас я оформлю с вами вместе ноздри, и мы дальше продолжим стрижку, уже отталкиваясь от того, что какая у нас новая картина вырисовывается. Так, чтобы сделать ноздри, возьмем вот два таких кусочка кардачоса. И как обычно, как мы делали веки, точно так же сделаем и ноздри. Иголочка 38, треугольник. Мы сделаем основу. То есть такие заготовочки под ноздри.
вставляем вот что-то похожее на такую вот детальку. Со всех сторон сверху вот здесь хорошенько проходим иголочками, чтобы была поверхность гладкая. Вот здесь внизу не нужно сильно как бы стараться, потому что эта часть будет у нас приваливаться к голове, и как раз там нам это и не нужно слишком уваливать. Можно примерять, смотреть. Вот, примерно такого размерчика должна получиться кожица вот для носика. То же самое делать со второй заготовочкой. Ну и что? Вот получается у нас такие заготовочки для носика. Давайте их попробуем привалять к голове. Возьмите иголочку номер 38, звезда. И приваливайте. При этом вот оставляю здесь зазорчик и не приваливая полностью, скажем так, да. Так, сейчас я попробую установить хорошенько. Итак, вы приваливаете вот основу нашей заготовочки из шерсти. Вот одна заготовочка немножко длиннее другой, но я ее все равно вот сюда как бы протягиваю. Здесь на одном уровне начала носика, ноздрей. Вот. А здесь я буду все равно еще закрывать кусочком шерсти, поэтому сильно не переживайте, если у вас какая-то заготовочка длиннее другой, просто вот сюда ее вперед на мордочку размещайте. Теперь сделаем сверху тоже такое в виде кожицы валеную часть, потому что носики в основном у лошадок не волосатенькие, да, без шерсти. Вот поэтому так и сделаем. Так, стоп, надо выстричь немножко ворс. Вот, особенно в тех местах, где будет у нас дырочки под ноздри.
Здесь я сейчас добавлю, сделаю побольше выступы такие, да, в виде ноздрей сверху, таких вот, такой кожицы, которая и сверху, и снизу на носике есть у лошадок. Давайте сделаем такую заготовочку для нижней губы, чтобы выделить ее. Также она будет у нас без шерсти и будет приваленная. Те, кто делает олененка, хочу сказать, что там все намного проще. Там привален носик. Вот. И нет таких сложностей с ноздрями. Ой, хвост задел немного. Вот, и так вот разместим нижнюю губку. Затем еще подваляю вот здесь, чтобы было поменьше шерсти. Вот, ну, примерно так вот, как на этой фотографии. Вот если посмотреть на фотографию лошадки, моей лошадки, вот здесь видно такая выпуклость. Вот сюда нужно дорастить. Сейчас это будем делать. То есть вы постоянно сравниваете свое животное с тем, которое вы делаете, и что-то добавляете или убираете. Когда вы вот немножечко зафиксируете в шерсти, да, в таком положении, которое вам надо, вы можете взять иголочку 38 корона и просто вот все уже до конца доводите до идеала. Но все должно быть вот таким более упругим. Здесь еще мягко, значит мне нужно добавлять шерсть. На ощупь должно быть где-то как теннисный мячик. Постоянно подравниваем носик, вот где в каких-то местах не хватает объема, например, здесь есть, здесь нет, то постоянно вот докладываем и доваливаем. Потом вот эти все дырочки нужно будет отшлифовать иглой 38 корона. Вот здесь уже очень упруго, хорошо. Теперь нужно перейти вниз, ну, вот это подровнять, и здесь губы сделать более упругими. Вот таким получается примерно носик. Еще можно шлифовать, конечно, вот от дырочек, уплотнять и работать над как бы чистотой, да, красотой. Теперь я хочу предложить вам пришить хвостик, чтобы он уже не был таким голеньким, это наш единорожек. И нам останется закрепить рог, вот, и тонировать. Для того, чтобы пришить хвостик, нам нужно убрать лишние звенья.
Для этого прислоните хвостик, с учетом того, что здесь нужно припуски, да, будет подворачивать. Вот, и посмотрите, сколько звеньев нам нужно убрать. Вот. Затем одевается хвостик. И получается такой вот лошаденочек. Хвостик будем пришивать так же, как и ушки, потайным швом и круглой иглой. При этом подворачивая припуски. Вот так. Похоже, что мне нужно еще один сегмент убрать, потому что все впритык и слишком в натяжку. После того, как набила, конечно, моя лошадь перестала влазить в объектив. Вот, но надеюсь, нам уже остались совсем там последние штрихи. Сейчас нам нужно взять шило и взять суперклей, клей Момент, Кристалл, найти центр на голове и положение, где вы хотите разместить рожек вашего зверюшки. Зверюшки ваши. Так. Выбираете, как вам лучше расположить. Вот, и устанавливаете. Также, чтобы рог хорошо держался, нам нужно выстричь хорошенько основу под него. Вот, чтобы было хорошее соприкосновение с материалом, а не с ворсом. Вот, смазываем клеем усики и основу вот эту вот хорошенько промазываем. А также помажем клеем и вот здесь. Вот. Теперь по инструкции надо почитать, что на вашем клеем написано. У меня написано, чтобы 10 минут постояло вот так, а потом хорошенько придавить две поверхности. Поэтому через 10 минут, в общем, проделайте это, да, или почитайте, что написано на вашем клее.